Что если Google Maps случайно показал места, которых не должно существовать? В Антарктиде спутник зафиксировал идеально ровный прямоугольник размером с футбольное поле, прямо посреди льда. В Казахстане с высоты видны гигантские геоглифы возрастом больше 8000 лет, о которых никто не знал до появления спутниковых карт. И это лишь вершина айсберга. Но начнем с самого странного. В 2017-м пользователи Google Maps обнаружили в Антарктиде идеально круглое отверстие диаметром около 70 метров, прямо посреди ледяного поля. Ни трещина, ни кратер, ни след от метеорита. Идеальная окружность, словно кто-то вырезал ее циркулем. Ученые до сих пор не дали официального объяснения. Версии варьируются от подледного вулкана до засекреченного военного объекта. Но ни одна не объясняет главного. Почему форма настолько правильная? Это место номер 10. Дальше будет страшнее. Место номер 9 существовало на картах 160 лет и исчезло. Остров Сэнди, расположенный между Австралией и Новой Каледонией, был нанесен на официальные морские карты еще в 1876. Его наносили на карты снова и снова, копируя из источника в источник. Google Maps отображал его как реальный массив суши темного цвета, окруженный мелководьем. Площадь примерно 24 квадратных километра. Все выглядело убедительно. В 2012-м австралийское научное судно «Южный следопыт» отправилось в этот район с конкретной задачей — провести картографирование дна вокруг острова. Когда корабль достиг координат, где по всем данным должна была находиться суша, приборы показали глубину 1400 метров. Никакого острова, никакого мелководья. Открытый океан. Капитан приказал пройти по всему периметру предполагаемого острова. Результат не изменился. Глубина везде одинаковая. Дно ровное, никаких признаков подводной возвышенности. Остров Сэнди не просто исчез, его никогда не существовало физически. Google убрал остров с карт в том же 2012-м сразу после публикации результатов экспедиции. Французские официальные карты последовали за ними. Затем обновились австралийские навигационные базы данных. Но вопрос остался. Откуда взялся этот остров в 1876-м? Кто его видел? И почему никто за 136 лет не проверил его существование лично? Одна из версий. Ошибка китобоев 19 века, которые в тумане приняли скопление пемзы или водорослей за сушу и записали координаты. Затем данные скопировали в официальный реестр, и ошибка начала жить собственной жизнью. Но эта версия не объясняет, почему спутниковые снимки Google изначально показывали темное пятно именно в тех координатах. Темное пятно было. Его видели тысячи пользователей до 2012-го. Геологи из Сиднейского университета предложили другое объяснение. В этом районе Тихого океана фиксируется повышенная вулканическая активность. Теоретически остров мог подняться над водой в 19 веке и снова уйти под воду за счет тектонических смещений. Но ни одного задокументированного землетрясения нужной силы в этом районе за указанный период не зафиксировано. Сегодня в Google Maps на месте острова Сэнди только синий цвет океана. Координаты существуют, название в архивах сохранилось, а объяснения нет. Место номер 8 выглядит как сцена из фильма ужасов, и видно его прямо в Google Maps. В Антарктиде на леднике Тейлора из трещины в белоснежном льду вытекает ярко-красная жидкость. Не розоватая, не оранжевая, именно красная цвета свежей крови. Поток стекает по белому льду и уходит в озеро Бой. На спутниковых снимках это выглядит так, словно ледник истекает кровью. Первым это место увидел геолог Томас Гриффит Тейлор в 1910-м. Он решил, что красный цвет дают водоросли. Это объяснение продержалось почти 100 лет. В 2003-м американские ученые взяли пробы воды и обнаружили нечто, что полностью изменило понимание того, как может существовать жизнь на Земле. Под ледником на глубине около 400 метров находится замкнутое соленое озеро. Оно отрезано от внешнего мира примерно 2 миллиона лет. Без света, без кислорода, при температуре минус 5 градусов по Цельсию в этом озере живут бактерии. Они питаются сульфатами и железом, и именно окисленное железо дает воде красный цвет. По сути, это ржавая вода, насыщенная живыми микроорганизмами, которые эволюционировали в полной изоляции 2 миллиона лет. Но загадка не в самих бактериях. Загадка в том, как вода вообще остается жидкой. При таком уровне солености, примерно в 3 раза солонее морской воды, точка замерзания опускается настолько, что жидкость сохраняется даже при экстремальном антарктическом холоде. Это физически возможно, но то, что подобная система просуществовала нетронутой 2 миллиона лет, не укладывается в стандартные модели ледниковой динамики. В 2017-м группа исследователей из университетов Колорадо и Аляски пробурила лед и взяла прямые пробы из-под ледникового резервуара. Анализ показал, бактерии там не просто выживают, они активно размножаются и образуют полноценную экосистему. Замкнутую, самодостаточную, абсолютно изолированную от остальной биосферы Земли. Именно этот факт заставил планетологов обратить особое внимание на кровавый водопад. Если жизнь способна существовать в таких условиях, в темноте, холоде, без кислорода, в солевом растворе, то подледные океаны Европы, спутника Юпитера или Энцелада, спутника Сатурна, перестают казаться мертвым. Антарктический ледник стал моделью для поиска внеземной жизни. Google Maps показывает кровавый водопад как небольшую красную полосу на белом фоне ледника. Без подписи, без объяснений.
Большинство людей, случайно наткнувшихся на это место при просмотре антарктических снимков, первым делом думают о технической ошибке съемки. Красного не должно быть там, где только лед и снег. Но оно есть. И 2 миллиона лет истории этого места делают его одним из самых странных адресов на всей планете. Место номер 7 — это аномалия, которую видно из космоса, но нельзя объяснить с поверхности. В Индийском океане, примерно в 600 километрах к югу от Мадагаскара, спутниковые снимки фиксируют идеально круглое темное пятно диаметром около 100 километров. Оно не двигается вместе с океанскими течениями, оно не меняет форму при смене сезона. На протяжении нескольких лет наблюдений через Google Maps пользователи фиксировали, что пятно остается на одном месте, в то время как все вокруг него движется, меняется, перестраивается. Первая реакция оceanографов была стандартной — водор. Масштабное цветение фитопланктона способно окрашивать океанскую поверхность в темные оттенки и создавать видимые с орбиты структуры. Но цветение дрейфует. Оно рассеивается. Оно не держит идеальную круглую форму неделями и месяцами подряд. Вторая версия — термальная аномалия. Подводный вулкан, прогревающий воду снизу, теоретически мог бы создать зону с измененными оптическими свойствами поверхности. Однако сейсмические карты этого района не показывают активной вулканической деятельности на нужной глубине. Дно здесь опускается больше, чем на 4000 метров, и никаких зафиксированных термальных источников в этой точки нет. Третья версия пришла от физиков-океанологов из Французского национального центра научных исследований. В 2021 они опубликовали работу о так называемых океанических вихрях-линзах, структурах, которые формируются на границе водных масс с разной температурой и соленой. Такой вихрь способен сохранять форму и положение значительно дольше, чем обычное течение. Он вращается медленно, удерживает внутри себя воду с иными характеристиками и с орбиты выглядит как темное пятно с четкими границами. Эта версия объясняет форму и стабильность, но не объясняет масштаб. 100 километров в диаметре ося — это аномально большой размер даже для крупнейших задокументированных вихрей линз. Средний размер подобных структур от 10 до 30 километров. Объект в Индийском океане в 3-4 раза превышает известные аналоги. В 2023 международная группа океанологов запросила финансирование на экспедицию к этим координатам с целью прямого зондирования водного столба. Запрос был одобрен частично. Выделили средства на дистанционное зондирование с помощью буев, но не на полноценный научный рейс. Данные с буев подтвердили наличие аномального температурного градиента на глубине от 100 до 300 метров. Что именно его создает, буи ответить не могут. Сегодня пятно в Индийском океане остается в Google Maps без какого-либо официального объяснения. Координаты известны, аномалия задокументирована, но ни одна из существующих моделей не описывает структуру такого масштаба с такой стабильностью в открытом океане. Это не засекреченный объект и не ошибка съемки. Это просто нечто, для чего у науки пока нет готового ответа. Место номер 6 — это лес, который дышит. И это не метафора. В польском Гриффино стоит сосновый бор, известный как Кривой лес. Около 400 сосен растут там с одинаковым изгибом у основания. Каждое дерево отклоняется строго на север примерно на 90 сантиметров. Затем резко уходит вертикально вверх. Все деревья одинаково, в одну сторону. Ни одного исключения на весь массив. На снимках Google Maps это выглядит как идеально упорядоченная аномалия. Темный участок леса с явно отличающейся структурой кроны по сравнению с окружающими соснами. Обычный лес имеет хаотичный рисунок. Этот нет. Сверху видно, что деревья выстроены в четкую сетку и наклонены в одном направлении, как антенны, повернутые к одному источнику сигнала. Деревья посадили приблизительно в 39-40 годах. Это установлено по возрасту стволов. Что именно произошло с саженцами в первые годы роста, неизвестно. Война прервала любые записи о лесохозяйственных работах в этом районе. Люди, которые сажали эти деревья, либо погибли, либо не оставили документов. Версий нет. Первое. Механическое воздействие. Лесники намеренно гнули молодые стволы специальным инструментом, чтобы получить изогнутую древесину для нужд кораблестроения или производства мебели. Изогнутые стволы действительно использовались в этих целях. Но тогда непонятно, почему деревья не были срублены, их растили для заготовки, а не оставили стоять на 70 лет. Вторая версия — снеговая нагрузка. Сильный снегопад в первые годы роста мог пригнуть молодые гибкие стволы, и они зафиксировались в таком положении. Но снег не дает одинакового направления изгиба для 400 деревьев одновременно. Ветер при снегопаде меняет направление. Результат был бы хаотичным. Третья версия — гравитационная или магнитная аномалия в грунте. Ее проверили геофизики из Варшавского университета в 2015. Никаких отклонений магнитного поля и никаких аномалий плотности грунта в этом районе обнаружено не было. Четвертая версия появилась в 2019 от биологов, изучавших реакцию растений на механический стресс. Они предположили, что саженцы подверглись воздействию какого-то циклического давления именно в первые 3-4 года роста, период, когда ствол еще пластичен и способен зафиксировать форму навсегда. Что именно создавало это давление, версия не уточняла. Кривой лес стоит в полной изоляции от других аномальных зон. Рядом нет ни военных объектов, ни промышленных предприятий, ни геологических разломов. Просто
Просто поле, обычный польский городок и 400 сосен, которые выросли так, словно кто-то задал им единую команду. И исчез, не оставив объяснений. Google Maps показывает это место без каких-либо пометок. Туристы находят его сами, вбивая координаты. Ученые приезжают, фотографируют, берут пробы почвы и уезжают без ответа. Лес стоит. Деревья продолжают расти вертикально от точки изгиба. Как будто однажды что-то отпустило их, и они двинулись вверх. Но что держало их до этого, так никто и не выяснил. Место номер 5 появилось буквально за одну ночь. И никто не слышал взрыва. В июле 2014-го вертолетчики газовой компании, пролетавшие над полуостровом Ямал в Западной Сибири, увидели в тундре идеально круглую дыру. Диаметр около 30 метров, глубина, по первым оценкам Бостиса, более 50 метров. Края кратера были выдавлены наружу, как будто что-то взорвалось изнутри. Грунт вокруг отверстия был разбросан в радиусе 120 метров. Ни воронки от падения метеорита, ни следов горения, ни радиационного фона. На снимках Google Maps кратер виден отчетливо. Темный круглый провал посреди бесконечной зеленой тундры. Без каких-либо признаков внешнего воздействия вокруг. Просто ровная земля и дыра в ней. Российские ученые из Института криосферы Земли вылетели на место в течение 2 недель. Первый спуск в кратер показал, что его стены покрыты льдом, а на дне стоит вода темно-синего цвета. Структура стен была слоистой, чередование грунта и льда, характерное для вечной мерзлоты. Никаких следов механического бурения, никаких остатков взрывчатых веществ. Официальная версия, которую приняло большинство геологов, взрыв метана. Под поверхностью тундры в условиях вечной мерзлоты накапливаются газовые карманы. При повышении температуры грунта, а средняя температура на Ямале за 10 лет до события выросла на несколько градусов. Лед, удерживающий газ, начинает таять, давление нарастает, в какой-то момент поверхность не выдерживает и буквально выстреливает вверх. Эта версия объясняет форму кратера и выброс грунта наружу, но не объясняет 3 вещи. Первое – масштаб. Расчетное давление газа, необходимое для выброса такого объема грунта, должно было создать акустический удар, слышимый на десятки километров. Ближайший населенный пункт, поселок Бованенково, находится в 30 километрах. Никто из жителей не сообщал о звуке взрыва или сотрясении почвы. Второе. Скорость. Спутниковые снимки района, сделанные за несколько месяцев до обнаружения кратера, не показывают никакого вздутия поверхности, которое обязательно предшествовало бы подземному взрыву такой силы. Земля была ровной, подсадков и внезапно перестала быть ровной. Третье. Количество. После 2014-го на Ямале и в соседних районах Сибири было обнаружено еще более 20 аналогичных кратеров. Часть из них нашли именно благодаря сравнению спутниковых снимков в Google Maps за разные годы. На снимке 2012 года ровная тундра, на снимке 2015 кратер. Что происходило между этими датами? Не зафиксировано ничем. Норвежские геологи из университета Тромсё предложили альтернативную модель в 2020-м. Кратеры образуются не от одного взрыва, а от постепенного коллапса подземной полости, которая формировалась годами. Финальный момент разрушения поверхности происходит быстро и тихо, как обрушение свода пещер. Но тогда выброс грунта наружу на 120 метров необъясним. При коллапсе грунт падает внутрь, а не разлетается вокруг. Первый ямальский кратер сегодня частично заполнен водой и продолжает расширяться. Его края осыпают. Через несколько лет он превратится в еще одно тундровое озеро, каких на Ямале тысячи. Геологи допускают, что многие из этих озер и есть старые кратеры, которые образовались задолго до появления спутниковых карт и которые никто никогда не видел в момент возникновения. Место номер 4 горит синим пламенем. И это не спецэффект. На острове Ява в Индонезии, в кратере вулкана Иджин, по ночам из трещин в земле вырывается ярко-синий огонь. Не оранжевый, не красный, именно синий, электрический, неестественный. Языки пламени достигают 5 метров в высоту. Потоки горящей жидкости стекают по склонам кратера, как лава, но это не лава. На снимках, сделанных с дронов и попавших в открытый доступ, это место выглядит как кадр с другой планеты. Google Maps отображает кратер Иджин как обычную вулканическую структуру, да? Но любой, кто находит ночные снимки района, немедленно понимает, что здесь происходит что-то из ряда вон выходящее. Химическое объяснение существует. Из трещин в кратере под огромным давлением выходит сернистый газ с температурой около 600 градусов по Цельсию. При контакте с кислородом воздуха он воспламеняется и горит именно синим цветом, потому что длина волны излучения при горении серы соответствует синей части спектра. Жидкость, стекающая по склонам, это расплавленная сера, которая горит в процессе течения. Все это физически корректно, но масштаб явления не укладывается в стандартное описание вулканической активности. Объем серного газа, выходящего из кратера Иджин ежесуточно, составляет около 36 тонн. Это один из крупнейших показателей серной эмиссии среди всех активных вулканов планеты. При этом сам вулкан не считается особо активным. Да, последнее серьезное извержение было в 1999, и оно было относительно слабым. Внутри кратера находится озеро. Его объем около 30
36 миллионов кубических метров. Цвет воды бирюзово-зеленый, почти неестественный. Это самое большое в мире высококислотное кратерное озеро. Уровень кислотности близок к нулю по шкале водородного показателя. Фактически это концентрированная серная кислота. Металлические предметы растворяются в этой воде за несколько часов. При этом в озере зафиксированы экстремофильные микроорганизмы, бактерии, которые существуют в среде, убийственной для любой известной многоклеточной жизни. Главная загадка Иджина не в химии и не в биологии. Она в том, что в кратере работают люди. Каждый день, включая ночи, когда горит синий огонь, добытчики серы спускаются на дно кратера, разбивают застывшие серные наросты кирками и выносят куски весом до 90 килограммов на собственных плечах по крутому склону наверх. Без защитных костюмов. С примитивными масками из мокрой ткани. Концентрация сернистого газа в кратере превышает допустимые нормы в десятки раз. Средняя продолжительность жизни человека, работающего в Иджине, больше 10 лет. Около 50 лет. Большинство добытчиков знают эту статистику. Вулканологи из Бандунского технологического института провели в 2018-м детальное сканирование подземных каналов, питающих кратер газом. Результаты показали, что система подземных трещин, по которым движется сернистый газ, значительно расширилась за последние 20 лет. Это означает, что объем выброса газа будет увеличиваться. При определенном сценарии давление может достичь уровня, достаточного для фреатического взрыва, когда перегретый газ разрывает породу над собой без классического вулканического извержения. Такой взрыв не предсказывается стандартными сейсмическими методами и не дает предупредительных сигналов. Синий огонь Иджина виден с расстояния нескольких километров в ясную ночь. Местные жители называют его голубым огнем духов. Ученые называют его уникальным геохимическим явлением. Добытчики серы, которые проходят мимо него каждую ночь с корзинами на плечах, не называют его никак. Просто обходят горящие потоки и идут дальше. Место номер 3. Это берег, который Google Maps показывал годами, а потом он просто перестал существовать. На севере Аляски, вдоль побережья Чукотского моря, спутниковые снимки фиксируют одно из самых стремительных береговых разрушений на планете. Не постепенное, не медленное, стремительное. Сравнение снимков Google Maps за разные годы показывает, что в некоторых точках берег отступает на 22 метра за один год. Целые участки суши, которые были видны на снимках десятилетней давности, сегодня находятся под водой. Поселок Erosion Point, его название буквально переводится как «точка эрозии», исчез с карт не метафорично. Дома, дороги, кладбища, трассы, инфраструктура, но все это ушло в море. Google Maps до сих пор хранит в архивных слоях снимки, на которых видны постройки, стоящие в нескольких метрах от берега. На актуальных снимках вместо них серая вода Чукотского моря. Механизм разрушения задокументирован точно. Аляскинское побережье в этом районе состоит не из скальных пород, а из вечно мерзлого грунта, полон смеси земли, органики и льда. Пока температура воды и воздуха держится ниже нуля, этот грунт монолитен и прочен. Но средняя температура воды в Чукотском море за последние 30 лет выросла примерно на 2 градуса по Цельсию. Этого достаточно, чтобы лед внутри берегового грунта начал таять. Берег буквально разжижается изнутри, а волны довершают работу. Откалывают куски размером с многоэтажный дом и уносят их в море. Геологи из Геологической службы США провели в 2019-м детальные замеры вдоль всего Аляскинского арктического побережья. Результаты показали, из 7200 километров береговой линии более 60% находится в активной фазе разрушения. Средняя скорость отступления берега по всему региону около 1,5 метров в год. В отдельных точках, где грунт наиболее насыщен льдом, скорость достигает тех самых 22 метров. Но загадка здесь не в самом факте эрозии. Загадка в скорости изменений, которую фиксируют спутниковые снимки. Геологи ожидали постепенного процесса, растянутого на десятилетия. Вместо этого архивы Google Maps показывают резкие скачки. Участки берега, которые оставались стабильными несколько лет, внезапно теряли 10-15 метров за один сезон. Линейной зависимости между ростом температуры и скоростью разрушения нет. Берег ведет себя не как постепенно тающий материал, а как система, достигающая критической точки и обрушивающаяся лавинообразно. В 2022 группа климатологов из университета Фэрбенкса обнаружила дополнительный факт. Арктические штормы в Чукотском море стали в среднем на 18% интенсивнее за последние 20 лет. Более мощные волны бьют в уже ослабленный оттаивший берег. И то, что раньше выдерживало сезон, теперь не выдерживает нескольких штормов подряд. Два процесса усиливают друг друга, и суммарный эффект оказывается больше, чем каждый из них по отдельности. Коренные жители нескольких аляскинских деревень в этом районе получили федеральное финансирование на переселение вглубь суши. Это первое в истории США официально признанное переселение общин по причине климатических изменений. Деревня Нивен перенесла свои постройки на 9 километров от берега в 2021. Деревня Шишмарев голосовала за переселение еще в 2016, но до сих пор не завершила его из-за нехватки средств.
и продолжает наблюдать, как берег подходит все ближе к крайним домам. Google Maps фиксирует эти изменения в архивных слоях с точностью до года. Если открыть временную шкалу снимков для любой точки Аляскинского арктического побережья, можно буквально смотреть, как суша исчезает, кадр за кадром, год за годом. Это единственное место в этом списке, где катастрофа происходит прямо сейчас, в реальном времени, и ее можно наблюдать, не выходя из дома. Место номер 2 — это то, что официальная наука предпочитает не обсуждать гром. У берегов японского острова Йонагуни на глубине от 5 до 27 метров под водой стоят массивные каменные структуры. Прямые стены, ровные платформы, ступени шириной около 1 метра, поднимающийся уровень за уровнем, прямые углы, параллельные плоскости. На снимках Google Maps подводный рельеф в этом районе отображается с достаточным разрешением, чтобы увидеть аномальную геометрию прямо через толщу воды. Темные прямоугольные тени на морском дне, которых не должно быть в природном рельефе. Объект обнаружил в 1986-м местный инструктор по дайвингу Кихатиро Арата. Он случайно отклонился от стандартного маршрута и увидел под водой то, что принял за искусственное сооружение. Снимки, которые он сделал, попали к профессору университета Рюкю Масааки Кимури. Кимура провел в общей сложности более 150 погружений к объекту за последующие 20 лет и пришел к выводу: структура искусственная, возраст от 8 до 10 тысяч лет. Если Кимура прав, это меняет все. 10 тысяч лет назад эта часть континентального шельфа была сушей. Море поднялось до нынешнего уровня примерно 8 тысяч лет назад. Это означает, что структуру строили до затопления. А 10 тысяч лет назад, согласно официальной хронологии, люди в этом регионе были охотниками-собирателями, не способными возводить монументальные каменные сооружения. Геологи, настаивающие на природном происхождении объекта, приводят конкретный аргумент. Порода, из которой сложены структуры Йонагуни, мелкозернистый песчаник, который раскалывается строго по прямым плоскостям из-за своей слоистой структуры. Волны, течения и тектонические движения теоретически способны создавать прямые углы и ровные поверхности в такой породе без участия человека. Примеры подобных природных образований существуют в других точках Мирового океана. Но этот аргумент разбивается о несколько деталей, которые геологи не объясняют убедительно. На объекте зафиксированы высеченные в камне желоба, идущие параллельно друг другу на одинаковом расстоянии. Обнаружена структура, интерпретируемая как дорога. Длинный прямой проход между двумя вертикальными стенами. Найдены то, что выглядит как высеченные ступени, ведущие к верхней платформе. И самое необъяснимое, на одной из поверхностей зафиксированы знаки, напоминающие высеченные символы. Природные процессы не создают повторяющихся символов на каменных поверхностях. В 2009-м японское правительство официально отказалось финансировать масштабные подводные археологические раскопки в районе Йонагуни. Официальная причина — недостаточная доказательная база для классификации объекта как исторического памятника. Кимура продолжил исследования на частные средства. В 2015-м он опубликовал детальную карту всего комплекса. По его данным, структуры Йонагуни включают не один объект, а целый комплекс. То, что выглядит как дороги, арки, лестницы и несколько отдельных платформ, соединенных между собой. Международное научное сообщество разделилось на два непримиримых лагеря. Первый настаивает на природном происхождении и отказывается пересматривать хронологию появления цивилизации в регионе. Второй требует полноценных подводных раскопок с применением современного оборудования. Раскопок нет до сих пор. Йонагуни неудобен не как геологический объект, как исторический. Если структуры искусственные Сэндайи, значит, в Тихоокеанском регионе 10 тысяч лет назад существовала цивилизация, о которой нет никаких других свидетельств. Это не вписывается ни в одну принятую модель развития человечества. Именно поэтому вопрос остается открытым. Не потому, что нет технической возможности ответить на него, а потому, что ответ может оказаться слишком неудобным. Объект стоит под водой, прямые углы никуда не делись, параллельные желоба никуда не делись. И вопрос, который не дает покоя всем, кто видел снимки: если это сделала природа, почему это выглядит как город? И, наконец, место номер 1. То, которое не должно существовать вообще. В Судане, в пустыне к северу от Хартума, спутник Google Maps зафиксировал нечто, что картографы заметили не сразу. На снимке ровная песчаная поверхность, никаких объектов, никаких строений. Но от одной точки на земле падает четкая тень. Длинная, узкая, направленная строго на север. Тень без источника. Объекта, который мог бы ее отбрасывать, на снимке нет. Первые пользователи, обнаружившие этот снимок в 2019-м, решили, что это артефакт съемки, технический сбой при склейке спутниковых изображений. Google Maps формирует карту из тысяч отдельных снимков, сделанных в разное время, и иногда на стыках возникают визуальные аномалии. Это логичное объяснение. Оно перестает работать, когда смотришь на соседние снимки того же района, сделанные в разное время суток и при разном угле солнца. Тень меняет длину в зависимости от положения солнца, точно так же, как вела бы себя тень от реального объекта. Но объекта нет.
Группа энтузиастов с форума, посвященного аномалиям Google Maps, в 2020 провела детальный анализ снимка. Они сравнили угол тени с положением Солнца для данных координат в предполагаемое время съемки и рассчитали, что объект, отбрасывающий такую тень, должен иметь высоту около 18 метров. Вертикальный объект 18 метров высотой посреди открытой пустыни невозможно не заметить на снимках с разрешением Google Maps. Его там нет. Египтологи, которым показали снимок, обратили внимание на координаты. Район к северу от Хартума — это территория Нубии, где в древности располагалось царство Мероэ. Именно здесь находятся нубийские пирамиды, более 200 строений, многие из которых до сих пор не полностью исследованы. Часть пирамид разрушена до основания еще в 19 веке итальянским авантюристом Джузеппе Ферлини, который искал золото и сносил верхушки пирамид динамитом. Теоретически на месте снесенной пирамиды мог остаться подземный элемент конструкции, невидимый с поверхности, но подземный объект не отбрасывает тень. В 2022 суданские археологи провели наземное обследование точки с аномальной тенью. На поверхности только песок и мелкий щебень. Георадар показал плотное каменное образование на глубине около 4 метров, прямоугольное, размером примерно 3 на 3 метра. Это могло быть основание древней постройки, но основание на глубине 4 метров под песком не объясняет тень на поверхности. Обследование закончилось без раскопок. Финансирование не было выделено. Снимок в Google Maps остался без изменений. Тень по-прежнему там. Вот что объединяет все 10 мест из этого списка. Ни одно из них не является необъяснимым в том смысле, что наука полностью отказывается от любых версий. Версии есть всегда. Проблема в другом. Ни для одного из этих мест версии не дают полного ответа. Круглое отверстие в антарктическом льду слишком правильное. Остров Сэнди исчез, но его темное пятно на снимках осталось. Кровавый водопад содержит жизнь, которая не должна существовать по всем биологическим законам. Темное пятно в Индийском океане в 3 раза больше любого известного аналога. Кривой лес в Польше не объясняется ни снегом, ни ветром, ни магнитными аномалиями. Ямальские кратеры появляются без звука и без предупреждения. Синий огонь Иджина горит над озером из серной кислоты, в котором живут бактерии. Аляскинский берег исчезает быстрее, чем позволяют все расчетные модели. Подводные структуры Йонагуни имеют прямые углы, которые природа не объясняет. И тень в суданской пустыне падает от того, чего нет. Google Maps сделал одну вещь, которую не могли сделать все предыдущие поколения картографов. Он дал каждому человеку с доступом к интернету возможность смотреть на планету глазами спутника. И оказалось, что планета полна мест, о которых наука либо не знала, либо предпочитала не говорить вслух. Большинство из них получат объяснение, рано или поздно. Но пока объяснения нет, они просто стоят там, видимые всем, понятные никому.